Доброго времени суток, начинается второй год на ферме. Новые посевы, новая техника, да и много чего нового. Из-за того, что я в начале года такой херни наделал, ой, ребята. В общем, упали поудобнее вам в удобное вам положение и смотрим. Всю зиму я проспал, особо ничем таким не занимался, и вот месяц март. Побежал первым делом, посмотрел, как обстоят дела у животных. Лошади у нас, как обычно, ходячие мертвецы, у них до сих пор 0% здоровья. Ну а курочки, как обычно, сожрали уже половину пшеницы. 5000 литров на минуточку. Ну зато их уже здесь 360, максимальное, по-моему, количество. Машина, прицеп. Ну я решил, что сразу надо всех накормить и забыть месяцев так на 4-5. Кстати, даже вот взял для коней травы, пора их уже как бы оживлять. И, блин, как обычно, выгрузка пшеницы без происшествий не обошлась. Все поначалу вроде норм, почти все высыпал, но вот этот вот поддон, сука, прилепился к прицепу, и что я с ним только не делал. Даже побежал, взял погрузчик, но поддон почему-то не сдавался. В итоге я снял средний ремень на прицепе и вуаля, как он держал пшеницу. Я хуй знаю. После наставил вот здесь вот целую кучу пасек. И потом решил, что пора приступать к обработке полей. Купил себе самый быстрый Вася трактор, он разгоняется до 70 км в час, и быстрее него тракторов нету, ну из больших по крайней мере. В общем, GCB будет таскать дисковую борону, а следом за ним рабочий будет садить подсолнух. Автоматика работает, а я побежал за новым трактором, дабы прикатать посевы. Выбор пал на John Deere 9 серии, старший брат моего первого трактора. И знаете, я его сразу же не взлюбил. Почему? Ну потому что это гребаный мотоблок. Такой вот геморрой управлять вот этим вот трактором, у которого поворачивает рама, а не колеса. И самое обидное, что я его купил, а не в аренду взял. А ну тихо, тихо. Слышите? А? Походу коробки пизда. Гудит как лоховоз. Приехал, я почему-то решил, что мне надо побольше сажалка. Что-то тут все очень как-то медленно происходит. И побежал, взял вот такую вот буевую сажалку, самая длинная в игре, 18 метров. И плюс продал свой первый трактор. И купил еще одного JBL. И он мне понравился, честно говоря, классный. Ну а новая сажалка, ребята, проработала очень недолго. Да ладно. Вот один раз наверх работяга съездил и все. Потом я взял в руки трактор и вот что вышло. Продал я ее, короче, нахер и поехал за стандартной сажалкой. Засеял наконец-то первое поле, поставил рабочего на второе поле и пошел дальше заниматься своими делами. Но кое-что я забыл здесь сделать, и об этом я расскажу чуть-чуть попозже. После засевания надо все загербицидить и удобрить. И обычный стандартный опрыскиватель для трактора это для кого-то там для других. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Поэтому представляю вашему вниманию Бертхаут, или это фирма. Тогда Брайан 4200, один из крупнейших опрыскивателей. Он у нас голубоватого цвета, имеет вентилятор в жопе, мотор на 300 лошадок, бак на 4000 литров и самое главное, размах крыльев достигает 36 метров. Один раз вверх-вниз съездил и все, поле уже загербицидил. Ну и возвращаемся к вот этому вот мужчинке. Видите, он уже половину поля засеял. Это хорошо. Это замечательно, но есть минус. И вот какой. И рядом с моим я, наверное, посажу хлопок.
Да, блин, я опять забыл переключить семена. Мой косяк, виноват. Но полполя подсолнуха, полполя хлопка я точно делать не буду. И побежал искать и покупать еще одно поле для хлопка. И тут вдруг неожиданно мне повезло. Повезло. И вот остается только загербицидить и удобрить. Покупаю, заверните. Ну а дальше случилась непредвиденная ситуация. Спойлер, буду использовать матершину, дабы описать красочно и эмоционально все то, что там творилось. Я пытался все сделать культурно, но вышла полная гуана. Короче, убирайте взрослых от экранов, а я начинаю. И все началось с того, что мне пришла идея построить большой гараж для всей вот этой вот техники, что я накупил. Выкупил вот этот вот участок и решил, что поставлю гаражик возле лошадок. Выбрал огромнейший навес, примерил с горем пополам. Почему? Да потому что вонючей камерой нельзя крутить. Гараж вот примеряешь, а как далеко от дороги он сейчас находится, хер пойми. Ну короче, все равно для того, чтобы его здесь поставить, надо убрать вот эти вот деревья и кустики. И, конечно же, берем бензопилу и поехали. После я, как и каждый уважающий себя человек, спиленные деревья просто выкинул куда-то там подальше от своего дома. Потом прикупил мульчер и убрал пеньки и вот эти вот кусты. Готово, расчищено, пора ставить гараж. И пока примерялся с установкой, передумал ставить в назначенном месте. Поставил чуть-чуть подальше и охуел. В общем, как говорится, и тут на те хуй в томате. Навес с одной стороны стал на метр выше, блять, а с другой ниже. Гараж сейчас стоит то ли в нулю, то ли над уровнем моря, хуй его знает. Стою, думаю, нахуй мне этот вот пьедестал. Бомбило у меня тогда конкретно. Немножко успокоился, покушал и потом пришел, сел за компьютер и начал скульптурировать. Вышла хуйня. Я в надежде, что продав гараж, земля вернется в изначальное положение. Ну и конечно же... Хуй тебе! О, такой! После пришла еще одна гениальная идея. Я решил продать весь участок и пошел поспал 1 месяц. Я надеялся, что там все само по себе как-то разладится. Ну и конечно же... О, такой! Опять купил назад участок и погнал по новой скульптурировать. Уж больно очень хотелось поставить гаражик. Да и вот это вот безобразие возле дома, мягко говоря, выглядит хуевенько. Я, короче, скульптурировал и так далее. И что я тут только не скульптурировал. Потом посмотрел на результат и очень хотел оторвать руки этому скульптору. Потом вспомнил, что это я, и понял, что, ну, наверное, лучше мне не браться за скульпторство. А потом мне пришла еще одна гениальная идея. Я решил, что смогу исправить все это безобразие с помощью гаража. Чего, блядь? Короче, я подумал, что гараж вернет все в изначальный вид, хотя бы то, что я вот натворил. Ну и, конечно же... О, такой! Что-то оно тут исправило, но ничего особенного. Короче, я потом опять стал скульптурировать, выравнивал опять все это гаражами, строил, клепал. Вроде как немножко лучше стало, да? Или нет? Ну и финал всего этого безобразия. Я воспользовался, скажем так, читерством. В общем, я бэкапнул сохранку до того момента, где я побежал ставить этот гребаный гараж. Сохранение было, конечно же, не перед самой установкой гаража. Пришлось некоторые вещи опять делать, гербицидить, удобрять, но это мелочи. Ну а гараж я все-таки установил. И еще многое чего другое. Но только вот все то, что я наделал, делал это все за кадром. Забыл включить запись. Выключил, когда искал нужное сохранение. В общем, ladies and gentlemen, представляю вам новую ферму 2.0. Красота-то какая! Да подожди ты, сейчас. Ну, брат, ты даешь.
Пошлите, сейчас я вам все расскажу. Как говорится, гов делать обзор моей хаты. Первым делом я, конечно же, поставил себе нормальный дом, потому что, ну, хватит жить как бомж. Я все-таки миллионер, а спал в каком-то там вагоне. Потом поставил забор обалденный. Он мне нравится, потому что он как бы не мешает заезжать. Сделал главный въезд и маленькие заезды для удобства. Продал и убрал нахер лошадей. Надоели они мне. Вы спросите, ну а зачем ты тогда покупал им сено в начале ролика? А я вам скажу, да хер его знает. Завяли помидоры, прошла любовь и так далее. Потом я, конечно же, установил гараж возле забора. Гараж я поставил себе с солнечными батареями. А рядом вот моечку поставил, загнал всю технику. И потом еще побежал, насадил вот такой вот лесок и установил везде освещение. Ну и по мелочи там насадил цветочков, где посчитал нужным. В общем, пишите, чё, как, норм, не норм. Ну а я буду заканчивать на этом. Подписываемся на канал, ставим пальцы, пишите что-нибудь в комментах. Спасибо за просмотр, ну и всем всего хорошего. Пока-пока.